О пользе ингаляционных процедур известно со времен Древнего Египта, и, пожалуй, каждый еще с детства знаком с любимым бабушкиным способом лечения простудных заболеваний, укутавшись полотенцем, подышать над картошкой или отваром трав. Вот и в моей семье подросла дочь, пошла в садик и, как следствие, начала довольно часто болеть. Зная все плюсы ингаляционной терапии и идя в ногу со временем, мною было принято решение приобрести такой прибор, как небулайзер. Познакомившись с ним поближе, сегодня мне хочется поделиться с вами своим мнением об этом устройстве. Здравствуйте, мои хорошие! Так как моя дочь пребывает еще в довольно юном возрасте, дизайн небулайзера был выбран в форме игрушки, чтобы саму лечебную процедуру можно было превратить в игру. Несмотря на внешний забавный вид, данный аппарат имеет полноценный функционал и может быть использован по назначению всеми членами семьи. Что же такое небулайзер? Это устройство смело можно назвать одним из подвидов ингаляторов. В отличие от парового ингалятора, который преобразует лекарственные вещества в пар, небулайзер расщепляет их на мельчайшие капли, трансформируя на выходе практически в туман, с чем связано и название прибора, с латинского «nebula» – облако, туман. Человек вдыхает лекарство в виде аэрозольного облака, состоящего из мелкодисперсных частиц, проникающих глубоко в органы дыхания и распределяющихся в очаге заболевания. В зависимости от способа преобразования лекарств, небулайзеры бывают ультразвуковыми, компрессорными или электронно-сетчатыми. В моем случае небулайзер компрессорного типа. Аэрозольное облако создается здесь за счет сильного давления воздуха и специального распылителя. К достоинствам данного вида небулайзеров можно отнести дозированное применение разнообразных препаратов, бронхолитиков, антибиотиков, муколитиков, гормонов и так далее, возможность лечения сложных заболеваний дыхательных путей. Разрешено использовать для проведения процедур грудным детям. Доступная цена и длительный срок службы. А теперь непосредственно о самом приборе. В его комплект входят мундштук для ингаляции через рот, набор сменных воздушных фильтров, три маски: детская, младенческая и взрослая. Распылитель, внутри которого находится диффузор, преобразующий жидкость в аэрозоль. Насадка для ингаляции через нос. Воздушный шланг. Длина воздушного шланга достаточно большая, составляет порядка 1,5 метров, что очень удобно. Не надо находиться в непосредственной близости к небулайзеру во время ингаляции. Также в комплект входит набор красочных наклеек, с помощью которых можно придать аппарату забавную внешность, сам небулайзер и довольно подробное руководство по эксплуатации. Поступление лекарства в организм при вдыхании – наиболее естественный и быстрый способ воздействия на патологические процессы органов дыхания. Лечебный эффект при этом достигается без создания нагрузки на пищеварительную систему и нарушения кожных покровов, так как небулайзер доставляет лекарственные вещества непосредственно в орган-мишень. А теперь хочется поговорить об особенностях выбранного мной аппарата. Помимо привлекательного внешнего дизайна и прочного корпуса, выполненного из качественного пластика, данный аппарат способен производить аэрозоль со средним размером частиц 3,16 микрон, что позволяет лекарственным веществам при их вдыхании достигать нижних дыхательных путей, долевых бронхов. Частичная седиментация осуществляется также и в трахее. Количество лекарства, которое попадает в легкие при ингаляции, зависит от респирабельной фракции, процента частиц нужного размера во вдыхаемом аэрозоле. В данной модели респирабельная фракция превышает 70%.
Это значит, что прибор эффективно доставляет лекарства в легкие вплоть до альвеол. Насадка для ингаляции через нос, входящая в комплект, позволяет безопасно очистить и увлажнить нос при насморке, аллергическом рините, уменьшая неприятные симптомы в виде зуда и чихания. Также небулайзер можно применять с профилактическими целями для увлажнения слизистой оболочки носа при сухом воздухе в отопительный период и сезон вирусных эпидемий. Компрессор данного небулайзера, по заявлению производителя, выдержит более чем 10 лет работы. Воздушный фильтр, который находится в импровизированной трубе устройства, при нормальных условиях эксплуатации рассчитан на 500 часов работы или год использования. Помимо этого, в комплект входит еще 5 сменных фильтров. Небулайзеры широко применяются в стационарах, но благодаря небольшим размерам и достаточно удобной конструкции они завоевали большую популярность и для использования в домашних условиях. Главным достоинством небулайзера стоит признать то, что он в виде мелкодисперсного облака помогает веществу проникнуть глубоко в органы дыхания, что важно при лечении не только трахеи и бронхов, но и легких. А это уже немаловажный факт в сезон ОРВИ и, в частности, во время нынешней реалии – пандемии новой коронавирусной инфекции. Ингаляции через небулайзер помогут при следующих заболеваниях: пневмонии различной этиологии, бронхит, трахеит, бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит легких, лор-заболевания в различной стадии, ларингит, ринит, синусит и прочие, грибковое поражение верхних дыхательных путей, муковисцидоз, туберкулез, профилактика послеоперационных осложнений и так далее. Однако у небулайзеров компрессионного типа есть и недостатки, которые скорее относятся не к функциональным, а к бытовым. В частности, это довольно шумная работа. Приступы кашля чаще всего приходятся на ночь, особенно у детей, а проводить ингаляцию не всегда удобно из-за шума. Непосредственно в данной модели шум, издаваемый компрессором, составляет 54 дБ, что сопоставимо по громкости с обычным разговором. Но моей дочери все же понадобилось некоторое время для адаптации к нему. Недостатком век высоких технологий можно посчитать и то, что работает компрессорный небулайзер только от сети, и другие источники питания для него не предусмотрены. Небулайзер – лучший ингалятор для домашнего использования, поскольку проведение ингаляции с его применением не требует каких-либо особых навыков. Достаточно в точности выполнять указания из прилагаемой к аппарату инструкции. Перед процедурой требуется продезинфицировать маску или загубник во избежание передачи инфекции. Обработка осуществляется при помощи 3% раствора перекиси водорода. Лекарственное средство необходимо налить в отсек камеры распылителя в соответствии с указаниями инструкции и точными рекомендациями лечащего врача. Устанавливается насадка, аппарат подключается к электросети. Для начала процедуры необходимо нажать на переключатель. При проведении ингаляции дышать нужно в привычном режиме. После окончания процедуры все съемные элементы необходимо отсоединить, камеру освободить от остатков лекарства, промыть и высушить. При использовании небулайзера запрещено применять для ингаляции растворы, не предназначенные для данных целей. К таковым, например, относятся сиропы от кашля, отвары трав, масляные растворы, растворы супрастина и так далее. Противопоказания к применению небулайзера также существуют. Среди них аллергия на тот или иной лечебный препарат, легочные кровотечения, спонтанный пневмоторакс, эмфизема легких, бронхиальная астма, протекающая с дыхательной недостаточностью тяжелее второй стадии, нарушение мозгового кровообращения, при таком заболевании как церебральный атеросклероз, и некоторые другие тяжелые состояния. Повышение температуры тела выше 37,5 градусов также являются противопоказанием для проведения небулайзерной терапии. Я считаю, что такой полезный медицинский прибор, как небулайзер, в наше довольно тревожное время нужен каждой семье, особенно семьям, в которых присутствуют маленькие дети, когда посещать медицинские учреждения для проведения подобных лечебных и физиотерапевтических процедур не самая лучшая идея. Подводя итог, хочется сказать, данный небулайзер полностью соответствует такому критерию, как цена-качество.
идеально подходит для всех членов семьи и будет намного эффективнее, чем любимое бабушкино средство, о котором мы вспоминали в начале этого выпуска, ингаляции парами картофеля и отварами трав, укрывшись полотенцем. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!